Добрый день, это я, Светлана, и мои арт-диалоги. Мы находимся в Берне, и сегодня, как я обещала, в канун годовщины Швейцарской конфедерации у нас в гостях мой друг Игорь Петров. Сегодня нас ждет историческое путешествие. Игорь – историк, дипломат, писатель и поэт, журналист, аналитик, кандидат исторических наук, сотрудник журнала «Русская Швейцария», руководитель русской редакции информационного портала Swissinfo и автор серии книг по истории Швейцарии. Встречайте! Привет! Привет, Свет, здравствуй. Огромное спасибо, что ты в субботу утром встал после рабочей недели и согласился к нам прийти. Конечно, безусловно. Я очень рада, что мы сегодня приоткроем завесу вот этого огромного здания, которое находится сзади нас. Скоро национальный праздник Швейцарии, и в канун этого праздника мы бы хотели поговорить о городе, где находится главное здание парламента и где заседает правительство. У меня есть такой вопрос. Почему Берн не является политической столицей? И как это вообще исторически сложилось, как произошло? На самом деле Берн является именно политической столицей как таковой, точнее говоря, он является политическим центром. И, естественно, в обыденном сознании есть такая связка очень жесткая, что там, где находится политический центр, там и находится и столица. Но в Швейцарии все происходит, как всегда, очень немножко по-другому и не так, как в остальном мире. И поэтому история Швейцарии и история Берна как политического центра – это очень интересная история, о которой можно много рассказывать. Но если коротко, то, как мы знаем, Швейцария строилась снизу вверх. У нее никогда не было федерального центра, у нее никогда не было такого центра, как Париж, как Москва, как Киев. Это такие явные столичные, исторически укорененные города, в которых происходят все основные события политики и истории. В Швейцарии совершенно все не так. И на одном из этапов истории Швейцарии у этой страны было вообще несколько столиц. В частности, города Берн, Цюрих и Люцерн, они по очереди перенимали столичные функции. И когда в этом городе работал тогдашний швейцарский парламент, в этом городе, собственно говоря, и концентрировались политические ресурсы, и там по факту находилась столица. Потом парламент переезжал в другой город, и политическим центром страны становился другой город. Затем в середине XIX века страна пережила этап гражданской войны между католическими и протестантскими кантонами, и у каждого из этих лагерей был свой кандидат на столицу в случае победы в этой войне. В частности, католические кантоны претендовали на то, чтобы столицей будущей Швейцарии стал Люцерн, а, соответственно, протестантские кантоны претендовали на то, чтобы столицей мог бы стать Берн. И в итоге, когда протестантские кантоны выиграли гражданскую войну, перед страной стал вопрос, во-первых, о перезагрузке всей швейцарской государственности. И в итоге, после того, как в стране было создано конституционное собрание, была принята новая конституция, и в этой новой конституции были предусмотрены федеральные органы власти. И вот тогда стал вопрос, а где их, собственно говоря, размещать. И после того, как происходили в стране очень сложные консультации, очень сложные, возникали системы сдержек и противовесов, люди пытались, и власти, и представители разных регионов пытались продвинуть свои интересы. В итоге Берн, как город, как политический центр, стал таким компромиссным вариантом. Во-первых, это город двуязычный, он официально немецкоязычный и франкоязычный. Здесь в кантоне Берн есть несколько очень обширных франкоязычных регионов. Во-вторых, Берн граничит с франкоязычной Швейцарией, он находится на границе, вот этой языковой границы, которая отделяет немецкую Швейцарию от французской. И, кроме всего прочего, это был достаточно сильный и очень хорошо развитый экономический центр. И поэтому было решено разместить органы власти именно здесь. И к властям Берна просто пришли представители тогдашних политических элит и сказали, что вот у нас есть такое новое для Швейцарии совершенно явление, как политический федеральный центр. Его надо куда-то деть.
И Берн тогда сказал, ну хорошо, мы вам дадим небольшой такой приставной стульчик, вы можете у нас здесь где-то арендовать несколько помещений. В частности, мы находимся вот рядом с этим зданием, тогда его еще не было. Он был построен только в начале 20 века. А на этом месте, вот с той стороны, и здесь с этой стороны мы немножко не видим, здесь находились здания гостиниц. И вот первых депутатов и первых политиков федерального уровня заместили в гостиницах здесь и здесь, с запада и востока. Они до сих пор носят название Корпус Ост и Корпус Вест, Запад и Восток. И именно там и жили, собственно говоря, первые депутаты. Поэтому получилось так, что органы федерального уровня живут в Берне, но Берн от этого центром и столичным центром всей Швейцарии не является и не становится ни в коем случае. Вот мы находимся на этой площади парламента. Расскажи, что здесь происходит? Ну, во-первых, эта площадь раньше была в 70-е, 60-е, 80-е годы обыкновенной городской парковкой. И с точки зрения градостроительного устройства это было, конечно, совершенно никуда не годящееся обстоятельство. И поэтому в начале уже нового 21 века здесь было решено сделать действительно хорошую площадь, убрать отсюда машины, сделать хорошую площадь с учетом того, что если мы посмотрим, ее со всех сторон фланкирует очень хорошее здание в таком неоклассическом стиле. Естественно, жалко было, чтобы это все тратилось на то, чтобы эти здания украшали собой запаркованные машины. Поэтому в начале 21 века здесь была проведена очень обширная реконструкция. Здесь заменили покрытие на очень хороший такой серый граубюнденский гнейс. Это очень прочный камень естественного происхождения. Там дальше от нас есть 26 таких небольших фонтанчиков, которые бьют сразу из земли. Они символизируют 26 кантонов, 26 субъектов федерации. И сейчас мы здесь имеем очень, во-первых, архитектурно красивую площадь. Во-вторых, по вторникам и субботам здесь происходит вот крестьянский рынок. Сюда приезжают из окрестных деревень и сельскохозяйственных производств крестьяне со своей продукцией. Вы можете здесь купить все, что только производится на благодатных бернских почвах и землях, начиная от меда, мяса, хлеба, яблок, фруктов, овощей, чего угодно. Вот интересно, а как же работает правительство? Правительство Швейцарии, оно не имеет такого административного веса, такого административно-политического ресурса, как, скажем, правительство любой другой западной или восточноевропейской страны. Правительство Швейцарии – это коллегиальный орган, состоящий из 7 человек. Недаром в Швейцарии министров даже не называют министрами, они называются федеральные советники. И вопрос, кому эти 7 человек советуют? А советуют они парламенту, потому что на самом деле основной центр политических решений – это парламент. И в свое время, еще в XIX веке, парламент решил, что им нужно иметь некий орган, несколько человек, которые бы их депутатов консультировали по оперативным, каждодневным вопросам политической повестки дня. И вот поэтому-то эти министры называются не министрами, а федеральными советниками. И очень много в прессе часто возникает путаница. Федеральный советник, министр, что это такое и так далее. Правительство состоит из 7 человек, и все решения в правительстве принимаются только коллегиально, на основе полного консенсуса всех 7 членов этого органа исполнительной власти. И когда это решение правительства коммуницируется и рассказывается о нем прессе, никто никогда не уточняет, кто из этих министров был за этот вопрос, кто был против. Публике и прессе и общественности всегда представляется только скоординированное, общее, интегральное решение всего кабинета министров. В чем особенность именно швейцарской политической системы? Скажи, Игорь, а может ли любой человек попасть в это здание парламента? Мы вот находимся как раз на зоне променадной. В парламент здание или в политику? Ну давай сначала попадем в парламент. Может ли вот любой человек, который ходит здесь, мы с тобой попасть в это здание? Еще в 60-е и 70-е годы попасть в это здание парламента можно было просто с улицы. Зайдя, вот хочу зайти в парламент, и зашел. В этом году, к сожалению, исполняется 20 лет довольно-таки трагических событий. Это расстрел кантонального парламента кантона Цуг в 2001 году. И с тех пор Швейцария перешла немножко в другое измерение с точки зрения безопасности. И сегодня здание парламента, оно является стратегическим объектом, который довольно-таки серьезно охраняется. Чтобы туда попасть на экскурсию, это без проблем. Но надо просто заранее записываться, иметь точное время, когда тебе назначено сюда зайти.
Но после этого ты можешь туда зайти, ты можешь сесть на специальную трибуну для зрителей, которые до сих пор сохранились в обеих палатах, большой и малой, в Национальном совете, в Совете кантонов. Ты можешь туда зайти, сидеть и слушать, о чем, собственно говоря, говорят и депутаты, какие вопросы они обсуждают сегодня, это все можно сделать. Сегодня вот мы находимся здесь на так называемом Бундестеррасе, тоже культовое в Берне место, но сегодня мы не записывались в парламент, у нас нету срока, у нас нету времени. Можно попытаться, конечно, понадеяться на доброту полицейских, может быть, они нас пропустят. Попробуем? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Вот как ты видишь, парламент нас сегодня не пустили, потому что надо было действительно записываться, и сейчас там проводятся только экскурсии с гидом. А особенно, когда идет парламентская сессия, как сейчас летняя парламентская сессия, то туда так просто не пустят. Ну ничего, в следующий раз мы подготовимся и запишемся, и можем сделать такую небольшую экскурсию именно в самом здании парламента, потому что я помню, оно очень-очень красивое. Да, там есть о чем поговорить. А в каком стиле оно вообще сделано? Ну, это такой начало 19 века, такой постклассика, классическое, такое постбарочное нечто. Вот, немножко все отделано деревом, это так тоже как бы напоминает, что это все-таки Швейцария. Здесь дерево очень популярный строительный материал, там очень красивые фрески, там очень красивые люстры, украшающие потолок, и очень красивые, самое главное, старые, так до сих пор не замененные на современные вот эти пульты, за которыми сидят парламентарии, депутаты. Они так и остались вот с начала 20 века. В этом плане это как раз тоже очень хорошо ощутить туда, войдя, ощутить историю, потому что это история, которая длится не прерываясь вот с момента ввода этого здания в строй. Да, это потрясающее качество швейцарцев, которое для меня до сих пор таким является невероятным, потому что они все сохраняют. Вот они бережливы и любят свою историю и сохраняют. Да, в этом смысле очень хорошо посмотреть и попользоваться опытом градостроительства, потому что я очень часто сталкивался с ситуации, когда какое-то старое здание вдруг все оказывается в лесах, все оказывается закутанное строительными какими-то кранами. Идет очень долгая и очень тщательная реставрация, потом все это исчезает, и здание выглядит так же, как оно выглядело перед началом строительных работ. Но тем не менее, оно абсолютно новое, оно абсолютно находится на уровне новых технических современных требований, но снаружи оно не изменилось вообще ни на йоту. И это, конечно, очень, на мой взгляд, показательно именно подход швейцарцев к своей истории. Ее нужно хранить, ее нужно сохранять и не заменять на новострой. Мы сейчас находимся в очень специальном месте. Это отель Бельвю. И я бы хотела, чтобы Игорь рассказал нам об этом месте, что это такое, почему оно специальное. Мы находимся сейчас в отеле Палас Бельвю, один из лучших действительно отелей в Берне, хотя есть и другие, тоже очень хорошие. И чем интересен этот отель? Во-первых, архитектурой, он построен в стиле арт-нуво. И здесь, во-первых, центр также политической деятельности. Сюда на время парламентских сессий приезжают и заселяются депутаты. Но история этого отеля связана не только с парламентской деятельностью, но еще и с историей самой Швейцарии, в частности, с историей двух мировых войн, с историей шпионажа, потому что здесь, в этих стенах бывали очень знаменитые люди. Здесь был Уинстон Черчилль, здесь был Уолт Дисней, здесь было очень много интересных людей. И во время Первой мировой войны, в частности, здесь размещался Генеральный штаб Швейцарии, который, как известно, была нейтральна, она не участвовала в военных действиях. Во время войны здесь также жили представители политических органов власти воюющих стран. Здесь жили, естественно, разведчики, представители резидентур. И, как рассказывают, вот здесь в этих залах, где обычно проходили завтраки и обеды, это помещение было разделено также на две части. С одной стороны сидели представители Германии и Австро-Венгрии, с другой стороны сидели представители Антанты. То есть
Франции, Великобритании. И между ними сидели американцы до тех пор, пока они еще не входили в войну и были нейтральной страной, так же, как и Швейцария. Но потом американцы тоже вступили в войну и тоже заняли соответствующую сторону. И здесь есть очень интересное место, здесь так его называют шпионский бар, в который мы сейчас сможем пройти, посмотреть. Именно там, собственно говоря, встречались люди, занимающиеся разведкой, шпионажем, встречались резиденты со своими агентами. Это очень интересно, потому что Швейцария, будучи нейтральной страной, всегда была местом, где люди занимались шпионажем. Здесь на нейтральной почве шпионы и разведчики могли отдохнуть. И, естественно, столицей мирового шпионажа является Женева, но и Берн, как политический центр, он тоже отнюдь не столь уж незначителен с этой точки зрения. И в этом плане это очень интересное место. Вот мы сейчас в него зайдем и посмотрим. Разумеется, сейчас это никакой не шпионский бар, но в качестве маркетинговой уловки здесь очень на это делают акцент. И здесь, в частности, бывал небезызвестный Ален Даллес, который был одним из ведущих лиц, одним из ведущих деятелей во время Второй мировой войны, известный, наверное, всем нам по фильму «17 мгновений весны». Здесь, кстати говоря, сохранился и так называемый особняк специального ведомства Соединенных Штатов, совершенно реальное место, совершенно реальное здание. И здесь, собственно говоря, тоже бывал Ален Даллес в свои, видимо, свободные часы. И квартира его, в которой он жил, реально жил, она здесь также находится очень неподалеку. Поэтому понятно, что здесь пройти буквально 100 метров. И от своей квартиры до бара он преодолевал это расстояние за довольно короткое время. И мы туда, может быть, Мы попадем? туда обязательно попадем. Я бы хотела задать вопрос. Сколько же получает наше правительство, и какие они имеют привилегии, и какой вес в обществе, в общем? В Швейцарии, вообще-то говоря, люди не идут в политику, чтобы делать деньги или чтобы делать бизнес. Здесь власть и собственность, они все-таки разделены довольно жестко между собой, хотя, опять-таки, довольно тесно связаны, и это не противоречие. Это один из парадоксов швейцарской политики, о котором можно еще позже поговорить. Что касается заработка, то это абсолютно открытые данные, которые можно прочитать в интернете. В частности, сколько зарабатывает федеральный министр. Федеральный министр имеет твердый годовой оклад в размере 454 584 франков. К этой сумме ему полагаются в год 30 тысяч франков на представительские протокольные расходы. Плюс, если министр федерального кабинета становится президентом, а президенты в Швейцарии избираются каждый год по принципу ротации из числа 7 действующих федеральных министров, если он становится на этот год президентом, то он получает дополнительно президентские 12 тысяч франков. Плюс ему полагается машина представительского класса с шофером. И если министр пользуется этой машиной в своих личных целях, то он должен оплачивать эту машину в размере 0,8% от рыночной стоимости данного автомобиля. Плюс государство, федеральный бюджет перенимает его расходы на офис, на подключение к интернету и так далее. Что самое интересное, общественный сбор на пользование радио и телевидения, который взимается в Швейцарии для финансирования общественных негосударственных СМИ, он платит сам из собственного кармана. Что касается привилегий, это классический вопрос, который задает здесь в Швейцарии все приезжающие сюда на экскурсию, с туристическими целями. Сами швейцарские политики, в частности, члены Федерального кабинета министров, говорят, что у нас есть одна единственная привилегия – самим определить время своей отставки. На самом деле это тоже очень сложный, очень интересный, очень тонкий политический инструмент. Уходя в отставку, министр запускает процесс поиска преемников. Это очень любопытно, очень интересно. Это в Швейцарии, когда какой-то министр объявляет о своей отставке, это всегда очень большое событие в стране, где мало что, скажем так, происходит катастрофического. Что касается, безусловно, министр – это человек, который знает очень много, который, естественно, вхож в государственные тайны. У него есть очень много хорошей, интересной информации, которую, конечно же, можно было бы монетизировать. Но как раз этот вопрос в Швейцарии также очень довольно четко отрегулирован. В частности, если министр уходит в отставку, то он
не должен в течение определенного времени занимать должности в сайтах директоров компаний и так далее, и так далее. Потому что если человек слишком быстро пересаживается из министерского кресла в кресло руководителя какого-то концерна или холдинга, то это здесь вызывает очень негативные реакции. Это почти можно приравнять к инсайдерской торговле, к торговле инсайдерской информацией. И нужно учитывать еще третий пункт. Министры любого уровня, федерального или кантонального, они всегда находятся под прицелом народа, в руках у которого есть такой инструмент, как прямая демократия. И если в любых других странах выборы проходят раз в 4 года, и между этими выборами политики могут довольно-таки свободно делать, грубо говоря, что угодно, то здесь федеральные референдумы проходят раз в 4 года. И раз в 4 месяца. Здесь федеральный референдум проходит раз в 4 месяца. И раз в квартал политики, партии, политические движения, они раз за разом сдают экзамен перед народом, выдвигая какие-то свои предложения, выдвигая какие-то законопроекты. И между выборами, которые тоже в Швейцарии проходят раз в 4 года, между парламентскими выборами, жизнь у политиков очень напряженная. Особенно сейчас, когда пандемия, особенно сейчас, когда страна находится на грани наводнения очень сильного. У них работа 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И, безусловно, это очень большая нагрузка за довольно, как я уже говорил, скромную зарплату. 450 тысяч франков в год. По швейцарским меркам это, конечно же, очень хорошо, но если мы сравним, что зарабатывают капитаны мировой и швейцарской экономики, эти миллионы, которые они получают в год, это, конечно, ничто. У меня такой вопрос. А может ли простой швейцарец сделать политическую карьеру? И почему мы находимся именно в этом месте? Во-первых, в Швейцарии политическую карьеру только и делают, что простые швейцарцы. Других швейцарцев в этой стране нет. А если серьезно, безусловно, конечно, можно сделать политическую карьеру, при том понимании, что политическая карьера в Швейцарии не связана, опять-таки, как я уже говорил, с деланием денег, а политическая карьера не обещает каких-то супердивидендов и больших капиталов. А политическая карьера обычно делается людьми, которые действительно хотят делать что-то для общества. И я бы не сказал, что особенно на муниципальном уровне политическая карьера в Швейцарии связана действительно с большими доходами. Скорее, особенно на муниципальном общинном уровне, это связано во многом со своими собственными инвестициями в плане денег, в плане времени свободного. Но, безусловно, карьера и политическая карьера, и путь политической карьеры в Швейцарии есть, предначертан. И при желании можно дойти до степени известных и стать даже и министром, и депутатом. И начинать нужно, естественно, у себя, в своем квартале, в своем городе, в своей общине, в своей деревне, на своем хуторе. Человек должен для начала, прежде чем сделать большую карьеру, должен сделать маленькую карьеру. Он должен понимать, что такое народ, в чем его запросы, в чем его проблемы, как общаться с людьми, как вести с ними диалог политический. Потому что диалог в Швейцарии, поиск компромисса в рамках политического диалога – это именно то, что находится в основе вообще политической системы Швейцарии. И, разумеется, любой человек при желании может сделать эту карьеру, если он сам поймет, что это ему нравится, что это ему интересно, и если люди вокруг будут понимать, что этот человек действительно может сделать что-то для общества хорошее, полезное, продвинуть общество вперед, найти какие-то, может быть, нестандартные решения каких-то проблем, которые возникают здесь, как в любой стране, каждый день. А пришли мы сюда для разговора о политической карьере в Швейцарии к этому ресторану «Zum äußeren Stand» именно потому, что это один из самых, я бы не сказал самых лучших ресторанов, но это самый любимый у политиков и депутатов ресторан. Они обедать обыкновенным образом, как любые люди, обедать они ходят именно сюда, и здесь же тоже проходят какие-то мероприятия в плане обсуждения каких-то проблем, каких-то проектов, каких-то, может быть, возможных будущих решений. И именно этот ресторан уже с 19 века здесь был известен в качестве центра вот такого, где собираются политики, где собираются депутаты, где обсуждают что-то и принимают какие-то решения, которые потом реализуются в здании парламента, у которого мы только что были. Мы находимся
на Херенштрассе, и мы сейчас узнаем, чем же эта улица знаменита. Знаменита она по легенде, довольно, в общем-то, наверное, обоснованной, что именно здесь, вот в этой квартире за нами, вот в этом доме, как раз и жил господин Ален Даллес, будущий основатель Центрального разведывательного управления. Во времена Второй мировой войны в Швейцарии он занимался разведывательной деятельностью, был одним из самых активных и одним из самых, так скажем, сейчас культовых персонажей, также хорошо известных всем нам по фильму «17 мгновений весны». И что самое интересное, вот эта небольшая площадь, которая здесь находится, она освещается сверху фонарем, который висит здесь с тех пор без изменений. И говорят, что Ален Даллес специально попросил городские власти Берна отключить этот фонарь, чтобы он не освещал эту площадь и тех людей, которые ходили к Алену Даллесу в гости с теми или иными целями. Так ли это или не так, не знаю, но похоже на правду. Игорь, скажи, что для тебя Швейцария в одном слове? Сказать в одном слове очень сложно, поэтому я скажу в двух. Швейцария – это свобода и ответственность. Спасибо огромное, что ты согласился нас провести по такому красивому городу и сделать такую экскурсию политическую. С удовольствием. А что ты можешь сказать нашим подписчикам и пожелать им? Я, во-первых, хочу поздравить тех, кто отмечает день 1 августа с национальным праздником Швейцарии. Я хочу сказать только одно. Швейцария – это страна, которую стоит изучать. Она очень интересна. Она интересна во всех отношениях. Она интересна как исторический феномен, она интересна как политическая система, она интересна как способ устраивать экономику и общество процветающими, ответственными, свободными. И я думаю, этому стоит поучиться, и стоит сюда для начала, по крайней мере, приехать и посмотреть все и на все своими собственными глазами. Огромное спасибо. Спасибо тебе, Светлана. До скорого. До скорого. Вот и побывали мы в Берне, в швейцарской политической столице, и немного узнали об устройстве уникальной маленькой страны. Надеюсь, вам было интересно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и наши соцсети. До скорого! Спасибо тебе, что ты пришел в субботний вечер в свой... Фу, Субботний вечер. Подожди. Меня нет в кадре, да? Еще... Окей. Сейчас, секунду. Еще... Да. Нам Игорь сейчас откроет. Открою. Откроет. Да. Какие они имеют плюшки? Привилегии. Привилегии.